Всем привет, с вами Фрост и новое видео на моем канале. Еще в декабре прошлого года разработчики игры World of Tanks Heat выпустили статью «Итоги года», где рассказали, что они сделали за прошлый 2025 год. Также я хотел увидеть дату релиза игры, но, к сожалению, дату релиза не показали. Поэтому в этом видео мы рассмотрим некоторые моменты в этой статье, которые более важны. А также я попробую угадать, когда все-таки будет релиз игры. А перед началом просмотра не забывайте подписываться на канал, если вы еще смотрите без подписки. Также ставьте лайки и пишите комментарии. Подписывайтесь на Телеграм с новостями. Те, кто подписан на Телеграм, эту статью видели практически в тот же день, когда она только вышла. А теперь переходим к теме видео. Вначале нам рассказывают, что после второго альфа-теста разработчики поняли, что игра не готова к релизу. И поэтому снова решили запустить серию супертестов, на которых тестировали изменения старых механик и новые. По этому поводу, конечно, есть что сказать. Я уже не раз, в принципе, про это говорил. Как я уже не раз говорил, на втором альфа-тесте игра была практически уже готова к релизу. По моему мнению, делать практически ничего там не нужно было. Все было нормально. Единственная была проблема – это плохая оптимизация. Да, действительно, были просадки по FPS. Я играл на средне-низких настройках, у меня FPS скакало от 100 до 120. Даже меньше 100 иногда бывало. Даже на повторах некоторых боев, которые я ставлю на фон некоторых видео, можно это увидеть, как там иногда подлагивало. Вот это была самая большая проблема. Также практически не было багов. Был один единственный критический баг. Это когда ты мог проехать сквозь танк союзника, или союзник сквозь твой танк проезжал. Но этот баг был, я не знаю, раз в 100 боев. Я отыграл несколько сотен боев на втором альфа-тесте. И такой баг мне встречался только несколько раз. Что это очень редкий баг. В остальном игра была практически готова и не было смысла тянуть релиз. Но, к сожалению, прошел уже практически год и релиза мы так не увидели. Давайте рассматривать дальше новости, если что, буду опять же комментировать по этой теме, потому что будет еще что сказать. На скрине нам показывают статистику второго альфа-теста. Когда только альфа-тест закончился, скидывали такой же скрин, и также я вставлял русский перевод. Поэтому сейчас он будет у вас на экране. Также, как нам пишут, во втором альфа-тесте приняли участие более 115 тысяч игроков. Если что, средний онлайн на втором альфа-тесте был примерно 2-2,5 тысячи человек за весь тест. Когда только тест открылся, понятное дело, 5000 человек онлайн средний был. Когда закрывался, около 1000. И если что, даже при закрытии теста онлайн практически в 2 раза больше, чем у нас в Калибре. Как бы это смешно не было, игра, которая еще не существует, более популярна, чем наш мертвый Калибр. Но это так, я к слову чисто вспомнил. И дальше мы тут можем видеть, разработчики пишут, что мы тестировали на альфа-тесте. 8 агентов, 15 машин, ранние версии экономики, кастомизация, задачи фракции, жетоны фракций, кинематографическое вступление для новых игроков, статусные эффекты и стримы на Твиче, которые я, кстати, ни одного не смотрел. Я там помню, что-то разработчики стримили, но поскольку они стримят на английском, не видел смысла заходить тогда смотреть, потому что я английский язык практически не знаю. Далее, ваш вердикт. Вот это вот самое важное из этого всего. Игровая экономика требовала переработки. Вот к этому утверждению у меня много вопросов, опять же. Это не разработчики так решили, а чисто, как нам тут пишут, игроки так посчитали и писали им отзывы. Как по мне, экономика была нормальная. У меня, опять же, все это есть на стримах. Можно найти мои старые стримы либо на ютубе, либо на ВК Play Live. И я практически за весь альфа-тест прокачал всю технику, которая была в игре. Купил и прокачал практически все. До топа. Поэтому я не знаю, где тут нужно перерабатывать экономику, при том, что это было без премов, подписок и прочего, потому что, как мы знаем, разработчики выпускали статью по монетизации. Одна из основных частей монетизации будет это ускорение прогресса. И, соответственно, будет премиум аккаунт, скорее всего, либо подписка. А также будут бустера, которые будут ускорять прокачку. Но даже без этого все качалось довольно-таки быстро, что я за несколько стримов выкачивал один танк до топа. Поэтому тут большие вопросы к этому утверждению. Скорее всего, писали, как всегда, рачки, которые вообще ничего в игре не понимают. Нескольким агентам были нужны балансные правки. Вот здесь вот правда написано. Я также выпускал видео, где я рассказывал про способности танков и агентов. Кстати, все подсказки у вас будут в верхнем углу. Самая способность, конечно, была у Ананси, это самолет ТС-130, который просто вас убивал из ниоткуда. В последнем видео, кстати, вы могли это видеть, как меня просто самолет убивал, и я ничего ему не мог сделать, потому что у меня просто пушка не поднималась. Топ-2 по токсичности способность была у Кента, что он просто вылезает, наводится на тебя и тебя просто с одного удара убивает с неба. Действительно нужно было это все перерабатывать. Турнир сообщества во время альфа-теста, но это нам не особо интересно. Танки разных ролей соответствовали ожиданиям. Тут тоже
можно сказать, спорное такое утверждение, потому что есть, например, класс атакующие, или как он правильно называется, я точно не помню. Большинство техники этого класса, как правило, было плохо играбельно. Поэтому, как по мне, нужно было этому классу опыт уменьшения, снижения пробития и урона с дистанции. Было невозможно заработать достаточно валюты для прогрессии. Это мы тоже уже обсудили в самом начале. Все возможно, просто нужно играть и выполнять задачи. И, как я говорил, у меня было все прокачано нормально, и у меня к экономике вопросов вообще никаких не было. Карты и игровые режимы были разнообразными и увлекательными. Как уже тоже не раз говорил, основной режим должен быть это завоевание. Самый сбалансированный режим, остальные режимы нужно балансить. Особенно подтверждение убийства. Это режим с жетонами, как в Call of Duty. Статусным эффектам требовалось больше последовательности и общей настройки. Со статусными эффектами, кстати, тоже особо проблем не было, все работало более-менее нормально. И поэтому, получается, из-за нытья некоторые части игроков, возможно, разработчики отложили релиз. Потому что, видите ли, прокачаться они не могли. Хотя прокачаться можно было легко. Опять же, все на моих стримах есть, как я все прокачивал нормально. Если бы альфа-тест продлился не месяц, а, не знаю, месяц и неделю хотя бы, я бы прокачал бы вообще полностью все. А так у меня там были некоторые танки, у которых там чуть-чуть было не докачано. Но в основном было прокачано все за месяц. При том, что я стримил 2-3 раза в неделю. Да и без стримов я не особо много играл, потому что времени не хватало много играть, по полдня. Перед тем, как я продолжу, еще немножко саморекламы. Не так давно я сделал платные подписки на Boosty, которые связаны еще с VK Play Live. Купив подписку, вы будете получать доступ к эксклюзивным постам, которых нету нигде, и в будущем количество постов будет все больше и больше. Возможно, даже будут анонсы видео подробные, если наберется слишком много платных подписчиков. Также бонусом вы будете получать увеличенный фарм баллов на VK Play Live. Как я не раз говорил, в будущем, когда я уйду из Калибра, количество бонусов платной подписки будет в разы больше. И бонусы будут очень жирные, в зависимости, опять же, от цены подписки. Самая дешевая подписка стоит недорого, поэтому, если кто из вас хочет поддержать канал, дать мне больше мотивации выпускать больше качественного контента, то платная подписка – это лучший способ это сделать. Дальше нам тут пишут про супертест, что тестировался на супертесте. После получения страйка мне вообще что-то страшно про эту тему обсуждать, но я не знаю, раз в статье тут написано, значит, наверное, можно это просто зачитать, что здесь написано. Я просто зачитаю, комментировать не буду ничего, на всякий случай, потому что еще раз страйк получить не хочу. На супертесте в прошлом году тестировались новые агенты, танки, режимы, множество обновлений существующего контента, изменения статусных эффектов, различные типы снарядов, новый пользовательский интерфейс, новые углы камеры, движение камеры, изменение экономики, боевые отчеты, новые модули, улучшение звуковых эффектов и озвучки, новые игровые задачи, опции динамического возрождения, улучшение системы видимости, ротации техники. Как я сказал, комментировать я здесь ничего не буду, потому что еще один страйк как-то не хочется. Дальше изменение названия и анонс на Gamescom. Про название я тоже уже говорил. Я сторонник того, чтобы вернуть старое название, потому что все-таки оно и как-то и удобнее говорится, проект КВ. Вот HEAT или World of Tanks HEAT, если полное название как-то тяжелее говорится. Плюс новое название ассоциируется со старыми танками, что может оттолкнуть определенную часть игроков. Потому что новые танки, они больше созданы для целевой аудитории, которая играет в шутеры. Что здесь под Пивковичем танкистом играть в эту игру будет тяжело. Тут куча разных тяжелых механик, система способностей. И вот просто представьте, у нас в Калибре одна способность, и PvP-шеры в своих режимах для игроков с особенностями кое-как с одной способностью разбирается, а тут просто представьте 3 способности. У каждого танка и у агента 3 способности в сумме. Что в эту игру под Пивковичи танковые либо PvP-шеры калибровские играть не смогут. Но другие игроки, которые играют в шутер, услышав название World of Tanks, сразу подумают, что это такое же ВБРное минское как старые танки, и просто не пойдут в эту игру играть. И поэтому я сторонник того, чтобы вернуть старое название. К сожалению, уже, скорее всего, никто его не вернет, но и я, и многие другие игроки, как я читал в комментариях, топят за старое название. Потому что оно и говорится проще, и нету ассоциации со старыми танками. Также был анонс на Gamescom, где игру добавили в Steam. Можно добавить в список желаемого прямо сейчас, даже если вы живете в Российской Федерации. Как я уже не раз говорил, тут разработчики дали заднюю, и все-таки решили сделать эту игру для всех игроков. Потому что, если кто не в курсе, игры Wargaming сейчас в России недоступны из-за политики. Но в данном случае они, видимо, поняли то, что основная часть игроков все равно будет из СНГ. И поэтому решили сделать игру в Steam для всех. И поэтому, если кто из вас желаемое не добавил, можете добавить. Ссылка у вас будет в описании под этим видео.
И последнее, что есть в этой статье, это взгляд в будущее. Что принесет 2026 год. К сожалению, тут тоже написано все размыто, и складывается ощущение, что даже в 2026 году релиз игры мы можем не дождаться. Я надеюсь, что это просто ощущение. Тут пишут, вот что можете ожидать в следующем году. Новые этапы супертеста, регулярное обновление карт агентов, машины и решения по развитию, подробный разбор механик и особенностей по мере их утверждения, больше геймплея, бесед с разработчиками. Вот я надеюсь, вот под этим высказыванием больше геймплея имеется в виду то, что будет релиз. Потому что я, как уже не раз говорил, я устал страдать в Калибре, наконец-то. Хочу уйти в другую игру, где я смогу нормально играть, и канал у меня будет развиваться. А не тонуть в дерьме, как происходит сейчас вместе с Калибром. Что и Калибр тонет в дерьмо, и канал еще за собой тащит. А я хочу все-таки, чтобы мне и канал жил, и пользу какую-то приносил. И как я говорил в начале видео, ни на Gamescom, ни в этой статье разработчики не анонсировали дату релиза. Поэтому я попробую предположить, когда действительно может выйти игра. Все то, что я сейчас буду говорить, это только связано на аналитике, действий разработчиков и новостях. Потому что официальной информации, конечно же, нет. Если коротко, то я считаю, то, что релиз игры может произойти в конце января или в начале февраля 2026 года. Почему я к такой мысли пришел? Очень просто. Если мы откатимся в прошлое и вспомним, когда проводились альфа-тесты по этой игре. Первый альфа-тест прошел в конце января, начале февраля 2024 года. Второй альфа-тест прошел в начале февраля 2025 года. И логично можно предположить, то, что, скорее всего, в конце января либо в начале февраля 2026 года что-то будет. И тут два варианта, что может быть. Либо разработчики сделают третий альфа-тест, либо будет релиз. Я все же надеюсь, что будет релиз, потому что, как я до этого сказал, я устал страдать, я хочу играть в нормальную игру, хочу нормально стримить и развиваться, а не тонуть в дерьме, как происходит сейчас. И поэтому вот у меня такие мысли были. И, возможно, после 20 числа этого месяца мы что-то увидим, какой-то анонс от разработчиков. Как я до этого сказал, либо третий альфа-тест, либо уже будет анонс релиза игры. Потому что каждый год до этого происходило одинаково все. В начале года именно альфа-тесты открывались, либо конец января, либо начало февраля. И поэтому в этом году, думаю, будет то же самое. Что одно из двух мы увидим. Поэтому будем ждать. Это видео я, если что, записываю еще в старом году, а выйдет оно уже в новом. Может быть, даже на момент выхода этого видео мы уже что-то знаем. Опять же, как я до этого говорил, подписывайтесь на мой телеграм-канал, все новости будут там быстрее всего. А на этом видео, наверное, буду заканчивать. Всем спасибо, кто посмотрел. Обязательно подпишитесь на канал, если вы не подписаны. Обязательно ставьте лайки и пишите комментарии для продвижения канала. Также посмотрите мое старое видео по кастомизации, которое я выпускал еще в старом году. Всем до скорого и всем пока.